Hello, my darling, с вами Симона, и сегодня мы с вами возвращаемся к нашей прекрасной женщине, уже беременной. В общем, продолжаем пытаться с вами сделать 100 детей, пока не очень заметно, но подождите. Встречает нас вот этот прекрасный мужчина. По многочисленным заявкам в комментариях я добавила его в семью, благо место пока позволяет нам это все сделать. Надеюсь, он начнет голодать. В прошлой серии мы обзавелись волшебными способностями. Почему правая сторона выбрана Роланом в этой вот всей квартире? Вот это мне совершенно непонятно. Также, я думаю, нам с вами надо будет написать парочку книг, чтобы у нас были бабосики, потому что ребенок не дешевое удовольствие. Будем как-то прокачиваться, будем как-то что-то с этим решать, а пока мы дрыхнем. А за что дают вот эти баллы, чтобы быть крутым волшебником? Что надо делать? Кстати, о птичках, про писательство. Я помню, что мне кто-то писал в комментариях, что якобы выпустили патч, который фиксит вот этот баг, что нельзя продолжить писать книгу. В общем, я не знаю, каким образом я потеряла этот комментарий. Я прочесала просто все. Либо я ослепла окончательно уже, либо я не знаю, что вообще могло произойти. Если человек, который написал этот комментарий, если ты это видишь и слышишь, пожалуйста, напиши еще раз под этим видео. Я еще увидела его с телефона, и я подумала, надо будет с компа потом зайти и скачать этот патч. Человек, который помог мне с патчем, но не до конца. Ищу тебя. Пиши в комментариях. Но все-таки, мне кажется, самое правдоподобное в этом, это все-таки с алхимией начать, тем более, что у нас там и этот есть чан с вот этим всем. Повысить волшебное мастерство помогут разнообразные бонусы. Когда чародеи повышают опыт и получают новые звания, они также получают очки таланта. Используйте их с умом. Доступ к бонусам зависит от вашего уровня чародея. Прикрепленные к уровню бонусы должны быть куплены по порядку, начиная снизу. Не знаю, а есть зелье богатства? Кто о чем? А Симона, как всегда, про бабки, Ну что это такое, Студент алхимических наук изучает зелья, эликсиры и разнообразные тоники. Это уже поинтереснее, да? Интересно, какие волшебные снадобья сможет создать опытный чародей. Это нам всем интересно здесь. Короче, я просто... Он из-за того, что первый, я думаю, что, все-таки я хочу попытаться именно заморить его. Интроверт. Не выполнять действия общения 24/7 часа подряд. Понял? Ты теперь интроверт. А мороженого не поел. Сейчас расстроится. Ой, казалось бы, надо, да, оно мне. Если ему еще начнет кто-нибудь названивать, жена, типа, ты где? Куда ты делся? Я тут сижу. А чё, кстати, у него с родословной? У них даже дети есть. А почему другая фамилия? Подождите, у них разные дети. И главное, отец-то где его? А ее мать? Луча, как вообще это все объяснишь? Если у него еще один сейчас появится, так он еще и в живых не останется после этого. Вообще трэш. Почему как будто бы она ни одного дня-то не прожила? Волшебники же не бессмертные. Что? Не спотыкаться в течение 4 часов? Ты не спотыкаешься уже миллиард часов, потому что ты стоишь просто здесь, втыкаешь в стену. Почему не выполнилось тогда до сих пор? Ага, голодает. Потихонечку. Идем, хорошо, идем. Только единственное, он вечно досуг и общение будет подтягивать, потому что у него телефон там в жопе где-то. Ничего, мы следующему надаем по башке этой кроватью раскладывающейся. Маленькая моя, только не вскакивай, пожалуйста, в 6 утра. Я, кстати, сижу сейчас и пью горячий напиток, называется матча. Кто-нибудь из вас наверняка пробовал. Очень вкусно, мне прям очень нравится. Я, вообще поняла, в принципе, что мне нравится чай с молоком, а это какой-то особенный зеленый чай с молоком. Пишите в комментариях, если вы тоже что-то такое пробовали, любите, знаете. Вообще, что вы пьете сейчас? Вы себе налили хотя бы что-нибудь вообще теплое, прекрасное? Нас тут ждет сейчас полчаса веселья. Вы же подготовились вообще? Если вы еще и VPN включили, не боитесь, то это просто вообще. Вы просто во всеоружии, вы великолепны. Опа, так, идем. Нельзя терпеть. Питаемся мы только жареным сыром, который кончился. Готовим. Луча Харью должен приступить к работе через час. Удачи тебе. Я вообще, знаешь, что думаю, Луча? Бросай-ка ты эту затею.
Какое? Да что такое, моя хорошая? А есть вообще сигналка какая-нибудь? Есть? Чё ты не звенишь? Чё ты не звенишь? Звени, блин, собака. Ты лучше отойди от огня. Почему не приезжают эти и вот эти? Блин, она сейчас перенервничает. Позвони в пожарное отделение и беги из дома. Беги! Почему у меня так часто стали пожары происходить? Что? Она с ним только что стала друзьями? От чего? Друзьями по несчастью? От того, что он тоже слышит, что где-то что-то горит? Вот оно, зазвенело. Иди туши, ты, блин. Не плачь, моя зайка, тебе нельзя нервничать. Ты чё тут стоишь? Да вы издеваетесь? Мужчина? Ладно, женщина, вы хотя бы его вразумите. Чё, говорит, так грязно? Я не могу работать в таких условиях. Все сгорело нафиг. Просто пипец. О, нам еще дали compensation. Спасение пожарными. Пожарные прибыли как раз вовремя. Как повезло. Прибыли-то они, может, и вовремя, а вот тушить начали ни хрена не вовремя. Я знаю, есть такая штука, как пожарные не тушат. Когда здание, к сожалению, уже нельзя спасти, они начинают просто его обливать с какой-нибудь из сторон, чтобы не перекинулось пламя на деревья, там, например, или на какие-то соседние здания. Но когда горит просто одна плита, а ничего больше не затронуто, а они ничего не тушат, это не норм. Недостаточно. Ни хрена себе, у нас там плита за 400 симулионов сгорела, они нам дали 200. Блин, одни убытки. Давай заменим вот это. Охренеть, у нас даже на самую дешевую... Нафига я восстановила вот эту, заменила тумбу? Без нее же можно было обойтись. Господи, как тяжело быть тупым. Ну нет, это все моды. То есть вот, самая дешевая 235. Почему нам ее предлагали заменить за 4? А, потому что вот эту хотели. Такая можно было и БУ. Мы вообще, как бы, знаете, люди-то непривередливые. Капсда. Что делать? Ставить барбекю? У нас даже на это нет денег. А что же делать? Ну, придется съесть сыр и хлеб. Клиент не принимает книгу. Можно воспользоваться компьютером, чтобы изменить непринятую работу. Ой, редактировать непринятую работу. Поредактируем. Господи, бедный ребенок. Ну, в общем-то, да, и она, и ребенок сидит, бедная, ест один хлеб пустой. Хотя бы тесто было на молоке. Она вообще не наелась. Так, все. Я вынуждена искать заклинание на деньги. Пропустили работу. Луча должен быть сейчас на работе. Начальству не понравится, если он пропустит рабочий день. Вы уверены, что ему стоит так поступить? Я полностью в этом уверена. А если она будет экспериментировать вот туточки? Ну, подождите, давайте, короче, сначала разберемся с заказом, потом будем уже экспериментировать. Да не ржи ты работай. А можно будет зелье продавать? Кстати, а что у нас? У нас тут... Оу. Давайте еще и урожай соберем. А тут еще и от жука надо все это. Ой, и полить можно. Мы еще так это забываем немножечко иногда, что нам бы обаяние покачать. Потому что она же должна. Вошла в кабинет, все мужики сразу к ее ногам. И актерство можно Так, мы пойдем за огородом следить. И эти мои масенькие ходят такие, это потетечка. За 36 продать и за 15 продать. Угу, да хрена. Какого хрена вообще мангал дороже, чем плита? Мне кажется, или это очень как-то нелогично совершенно? О, отправить на рассмотрение клиенту. Чем мы протупили-то? Зачем мы так не сделали? Мы ж так можем денег не получить еще долго, а нам надо плиту купить. Когда вы уже у меня вырастете, мои маленькие, и начнете яички давать? Он в другом месте, что ты делаешь? О! Плиту покупать срочно. Прекрасно. Приготовим жареный сыр на 8 этих самых. Прекрасно. Мы хотя бы всех накормили. Так, пойдемте что-нибудь вот здесь поделаем, поэкспериментируем. Нам хотя бы будут давать за это какие-то вот эти баллы. Ну, кстати, общение что-то у него не поднимается. Он, по-моему, не догадывается, что можно написать кому-нибудь в этом телефоне. Странный парень. Ну ничего, нам недолго его терпеть. Здесь хотя бы пожар не устрой, пожалуйста. Рубрика... Эксперименты. И там такие стоны из подвала. Она такая, ничего не слышу. А как вкусно пахнет зелье. Это сейчас что-то я тут делаю. Ничего не слышу, ничего не вижу. В безопасности. Любой чувствует себя в безопасности. В бетонном бункере глубоко под землей. Глубоко под землей вот этот вот придурочный сидит. Ты еще не так глубоко. Че, увеличивается или не увеличивается? Давайте ускоримся. О, увеличивается. Можно еще поизучать вот эту книгу.
книгу, мы ее стырили же там, ну как мы не стырили, мы типа нашли в книжном шкафу в волшебном мире в прошлой серии. Сейчас пока она вот писать не захочет, пусть она поэкспериментирует, а потом сядем почитать книжку. И она теперь может уходить. А ты-то чё? По каким таким семейным обстоятельствам ты-то пойдешь? Все, у нас 3-й триместр. Все, мы скоро уже родим. Так, ну вот, все, можно отправиться в туалет. Какая пузиня у нас уже круглая. Так, присядем и почитаем книжку. Фига себе здоровенная какая книжища. Это как раньше, знаете, когда игру какую-нибудь устанавливаешь, она очень медленно устанавливается. Вы ставили также вот курсор на шкалу и типа, а то непонятно вообще, ну двигается она или нет. Я так всегда делала. Чтение книг нам не помогает. Так, Луча грустный. Ну, я бы тоже, конечно, расстроилась на его месте. Но зато посмотрите, как быстро. Все, не такой уж ты и киборг, да? Сломали мы тебя, сломали. Почему я всего этого не знаю? Потому что я достаточно редко вообще такими вещами занимаюсь даже в детстве, когда все прикалывались и убирали лестницу из бассейна. Я прям, ну, очень редко так поступала. Поэтому у меня тут со смертями могут быть проблемы. Господи, я прям каждый раз удивляюсь размером этой книги просто. Это как тот момент из Гарри Поттера. Взяла вот эту книгу Для легкого чтения. Это легкое. Казеус узнает рецепт нового зелья и находит образец. Одно зелье пытливый ум находится в багаже. А если выпить? Блин, зря мы пьем что-то во время беременности непонятное. Зачем на себе экспериментировать? Ну что это такое? Зато смотрите, что я сделала. Усилитель навыков. Казеус быстрее осваивает навыки, пока действует это зелье. Так, а что нам стало доступно? Рука с моторчиком. Скорость приготовления зелья значительно увеличилась. Но мы же не обязательно можем что-то про алхимию. Знание, волшебство. Персонаж быстрее читает и занимается исследованиями на компьютере. Эти действия со временем будут способствовать повышению волшебного опыта. А тут всего лишь какая-то рука с моторчиком. А типа, если вот это не развить, вот это потом нельзя будет. Волшебный собиратель. Этот персонаж... это не слабости, как у вампиров. Волшебный собиратель. Этот персонаж теперь получает больше предметов, когда собирает волшебные ингредиенты в волшебном мире. Экспериментатор. Проводя эксперименты и практикуя чародейство, персонаж быстрее набирается опыта и реже испытывает неудачу. Давайте вот это лучше возьмем тогда. Я додумала, это какие-то... Ну вот это вообще приколдесный приколдес. Давайте тогда, раз пошла такая пьянка, напишем книгу. И как раз она будет сейчас быстрее... Точно, у нас же есть этот шедевр про любовь к животным, короче. Ну вот, и, естественно, опять она у меня начинается сначала. Ну чё, как тебе? Хуже, чем в прошлой серии, да? Здравствуйте, сосед. Мы недавно переехали в дом неподалеку. Надеюсь, вы заглянете в гости, когда у вас будет время. Я занята, я пишу книгу. У соседей есть глаза. Прикинь, как у очень многих людей. И кто знает, куда эти глаза смотрят. Может, прямо сейчас они смотрят на персонажа по имени Казеус. Где? Я проверила периметр, на тебя никто не смотрит. Можешь расслабить булки. Господи, дур, что ли? Зачем ты кричишь? Напугала меня. Господи, а я когда-то в хорроры играла и очень любила, кстати. Я вообще не знаю, как это все происходило. Потому что я сейчас боюсь в играх просто каждого шороха. Просто кто-то на меня не так смотрит, и я пугаюсь. Стима что-то кричат не впопад, и я пугаюсь. Мне кажется, я просто старею. Давай, скоро эту плотину прорвет. И он все еще не догадался, что можно кому-нибудь, ну, хотя бы в кролике общения написать. Она тоже захотела в туалет, я понимаю, но я не могу отменить. Я не могу это отменить, потому что я не нашла комментарий, в котором мне скидывали патч, который фиксит этот баг. Поверь, я возмущена не меньше твоего. Она еще и поспать захотела. Потому что не надо было в 6 утра вскакивать. В 6 утра вскочил, в 6 вечера спать захотела. Ну, правильно, правильно. Бедная моя девочка. Прости, пожалуйста. Я ничего не могу с этим поделать. О, все, она дописала и сама даже отправилась. Молодец. А кто опрокинул мусорный бак? Все, сейчас мы опубликуем книгу. Нам будут капать бабосики. Чисто, просто так. Да камон! Вы издеваетесь? Как тяжело одному человеку содержать дом. Ну все, можно, в принципе, и поспать пойти. А завтра утром я еще предлагаю сходить, может быть, за волшебной палочкой. Хотя не знаю, если мы будем алхимиком, может быть, она нам и не нужна, но в целом... Так,
Только я посмотрю. Угу. Ну иди спать. Странно, почему он не обоссывается. У меня что-то вообще, знаете, такое ощущение возникает, что он у нас переживет много кого вообще в этом сохранении. Потому что что-то он все равно киборг. Я не знаю. Вы, конечно, можете со мной спорить сколько хотите, но, по-моему, он все равно какой-то лютый чел. Он от старости, я думаю, помрет в итоге. А я так парюсь во всяких этих своих сохранениях. Ой, захотел покушать. Ой, быстренько надо кормить срочно. Ой, тю-тю-тю-тю, сюсюкаю с ними, нянчусь. А они, оказывается, вообще просто неубиваемые, непрошибаемые абсолютно. Скучает по семье. Какой ужас. Семьянин должен проводить время с семьей. Не знаю, может, он и от грусти, кстати, загнется. Луча, давай уволимся, давай. То еще, не дай бог, какие-нибудь компенсации тебе начнут приходить. Нам это надо. Нам это не надо. Нам от тебя вообще ничего не надо. Все, что от тебя было надо, ты уже нам в яйцеклетку доставил. Опа, ты как тут очутился-то? Здравствуй. Сейчас, короче, мы помоемся и пойдем, наверное, напишем еще одну книгу, а потом я предлагаю отправиться в волшебный мир. Блин, а кстати, а если он у нас в семье, этот чел, он сможет покинуть квадрат или нет? Вот и посмотрим. Ванна низкого качества. Вы посмотрите, у нее 300 денег на счету, она там еще что-то выкобенивается. 5 метафизических увертюр и 1 ансамбль. Я подумала, что раз она глава какого-то культа, у нее должны быть книги такие, знаете, типа что-то околопсихологическое. И если это, допустим, короткие какие-то рассказы, то пусть это будет что-то для детей. Опять же, она вся такая, типа, будет окружена детьми у нас, якобы продвигает в своем культе какие-то семейные ценности. 5 принципов воспитания идеального ребенка. Блин, она там ревет около компа, стрёмно. Вы чё оба расстроились-то? Ну этот я понимаю, ты-то чё? Вот проблемы, да? Ванна плохая. Роды тоже не курорт. Что мы будем делать с тобой? Молодой петушок, совсем взрослый петух. Он будет кукарекать утром, защищать кур от лис и топтать несушек из своего курятника, чтобы те несли инкубационные яички. А чё ты сейчас-то орёшь? Уже день деньской, уже обед скоро. Ну, посмотрите, какой красавец у нас получился. О, так, пошел, говорит, у меня дела. А может, лисы начнут приходить, когда как раз-таки эти куры подрастут? Я надеюсь, ты не идешь жрать грибы из грядки? Он заметил нас. Может быть, тогда еще купить кур? А я забыла, сколько стоит цыпленок еще. Да, в общем-то, и зачем пока? Они же расплодятся. А прикольно, у нас же теперь, вон, видите? Это зелье ускорит освоение навыков. Ингредиенты даже теперь написаны. Петрушка и лесная лягушка с пятнами. Блин, круто. То есть надо будет еще и какой-то лут собирать для этого. Луча хочет есть. На этом участке действует испытание «Простая жизнь». Для приготовления еды требуются ингредиенты. Если вам не хватает ингредиентов, закажите доставку продуктов или отправляйтесь в продуктовый магазин Финчвик. Ой, какая красота! Япона, мама. Ну, поспи. Ой, а чё все так одновременно? Там и курочкой стало, и тут... Нет, вот не нравится писательство, это отмена. Нет, это точно нет. Тут вообще все разом случилось. Курица выросла, роды начались, творческий кризис. Ну, это просто вообще. Беда не приходит одна. Рожать в больнице, присоединиться. Я надеюсь, этот уродец останется там. Забота о себе, не надо заботиться о себе. Блин, скотина какая. Он сейчас повысит себе автоматически всякие эти. Давай, забегай внутрь, что ты? Регистрейшн проходит. У нас роды. Блин, скотина, он... ну он, наверное, просто описался, наверное. Ну, чего, регистрация-то будет? Ого. О, нифига себе, в какой обстановочке мы рожаем. Это муниципальная какая-то больница, что ли? Я не пойму. Тут очередь уже. Капец, тебя что, молнией шандарахнула? Ты будешь нас регистрировать или что? У меня сейчас женщина родит вам на пол. Вы что, издеваетесь? Наконец-то. О, между прочим, а вы говорите долго. Вот, через 23 часа, пожалуйста. Это как случилось сейчас? Что ты делаешь? Все, слава богу. Вы квалифицированный специалист? Я вообще уже вашей больнице на самом деле ни хрена не доверяю. Он интерн?
Зачем? Сердце верните на место. Понаберут по объявлению. Девочка! Ребенку нужно имя. Как бы вы ее назвали? Учитывая пристрастие нашей прекрасной девушки к латыни, я хочу прям конкретно угорать по этому и называть их как бы цифрами, но на латыни. То есть это для нас будет с вами и как отсчет, чтобы сотого сразу увидеть, покажет вот это вот пристрастие нашей Казеус к латыни. И значит, 1, если верить сайту, который я нашла, на латыни будет Унус. Странное имя для девочки, но не страннее, чем Казеус, поэтому Унус. Окей. Что? У нас же стоит на лей-линии, у нее еще и мальчик. Дуо. Это как, знаете, как какое-то моющее средство, типа дуэктив. Ну да, вот он у нас второй, и это будет дуо. Двойня. Офигеть. А где второй ребенок? Ой, не плачь. Ой, тю-тю-тю-тю, какой хороший. Воссоединяться с детьми будем на родине. Там уже вон этот сожрал весь холодильник. Пойдем домой, сказала. Ты что здесь делаешь, козлина такая? Он меня до такой степени уже задолбал. Маленькие, вы чего? Все, начинается, ребята. Так, девчуля вообще спокойная пока. Слушайте, а это какие-то странные колыбели. Они что, волшебники оба? Интересненько. Кто-то контролирует его жизнь. Ты знаешь, что я тебе хочу сказать? Ощущение, как будто я тут вообще ничего не контролирую, если честно. Так что давай ты не будешь тут меня устраивать. Я подумала, с этим глюком же капец как неудобно будет писать книги, учитывая, что дети могут закричать в любой момент абсолютно. Ой, да. Начинаются веселые времена. Собственно, то, ради чего мы здесь собрались с вами. Ой, вон она, курочка. Мы же не разглядели курочку. Да-да-да, хорошенькие какие. А вон жена ходит. Такая спрашивает, вы не видели такого мужчинку? Это кто? Это пожилая лиса, что ли? Во, видали, куры появились большие и сразу нарисовалась, хрен сотрешь. Блин, а где ж мы тогда купим палочку? Ну мы, значит, купим палочку, только когда вот этот вот загнется мужчина. Почему они оба темнокожими здесь обозначаются? Мне теперь интересно, как выглядит его древо. Типа, ну здесь-то хотя бы мать нарисована. А здесь вообще где мать-то? То есть, прикиньте, они только родились, а у них уже, оказывается, какие-то дальние родственники. Эшхарио какая-то есть. Родная сестра. Ну как, не родная, получается, сводная. Унус очень голодна. А чё она тогда не кричит? Кто включил комп? Вот это сейчас вообще непонятно. И почему-то стало очень страшно. Что это такое? Кто работает за компом? Я уже скримака какого-то жду просто себе в лицо, потому что, ну, что это такое? Здесь кто-нибудь есть? Дайте знак. Можно и на пробежечку сходить, и заодно присмотреться к каким-нибудь другим мужчинкам, которые у нас тут есть. Ты не в ту сторону побежал, мужики там. Да хватит пугать. Господи, Симс, почему ты хоррор? Почему? Это Ролан, это подросток. Ушла, оставила детей, мать года просто. Ну, мы же здесь, мы же как бы с участка-то по факту не уходили, если чё, рванем обратно. Одни женщины в этой деревне. Опа, владелец паба. Она как раз хочет с ним поболтать. Вот, прекрасно. Можем поднять ему настроение, похвалить внешний вид, флиртовать попробуем. Прокатила. Блин, у нас там ребенок этот ноет. Давайте будем просить провести время вместе. Пойдем домой ко мне, пойдем. Пригласить на свидание. Мы не можем его пригласить на свидание. У нас тут дебил пол холодильника сожрет. Ладно, я могу еще немного побыть. Ты можешь больше, чем ты думаешь. Я сейчас поменяю пеленки ребенку, а ты далеко не уходи. Так, у нас появилась розовая шкала. Поехали. Кокетничать можно и шептать нежности. Так, первый поцелуй, давайте, первый поцелуй. Опа! Предложите остаться на ночь, естественно, почему нет? Только, блин, знаете что? Как-то же вообще не круто заниматься этим в одной комнате с детьми. И этого положим сюда, эту точнее, а эту сюда. Они как раз так и будить друг друга не будут, и нам мешать не будут заниматься своими взрослыми делами. Так, нам надо не заняться в уху.
хочу. Нам надо зачать ребеночка. Давайте держим кулачки. Используется презерватив, а владелец неизвестен. Пока на всякий случай запрем входную дверь. Ну-ка. Сделать тест на беременность. Блин, 15 миллионов стоит. Чё так дорого, блин? Блин, просыпайся, давай еще раз. Мы не остановимся. Да кто сидит за компом? Ребенка пугаешь мне. Давайте. Так какой презерватив-то? Зачем? Во, я тупая. У меня уже просто настолько как-то в голове, что типа, надо предохраняться. Это типа для меня уже, как бы... Как сказать, как какой-то закон, я думаю, все правильно. Я жду какой-то беременности. Это просто... Просто сверхмозг какой-то. А зачем, спрашивается? А зачем? Вики Твимс, я сейчас конкретно к тебе обращаюсь. Зачем используется презерватив? Зачем тогда вообще разница между двумя действиями? Заняться в уху и зачать ребенка. Я думала, заняться в уху, в этом и есть прикол, что во время занятия в уху они предохраняются, а во время зачатия нет. Вот не надо никакого автоиспользования, ничего. Ой, у нас уже розовая шкала просто, видимо, он очень хорош. Блин, дождался, у нас теперь ребенок заплакал. Все, теперь я буду с ребенком общаться. Блин, да и теперь сработало. Ребенок ревет, памперсы воняют, они тут, это Иди к ребенку, мать называется. Так, неплохо, хорошо, идем, тратим еще 15. Это просто приколдес. Ты так не нервничай, пожалуйста. Пожалуйста, я в вас верю, давайте. Никаких презервативов нету. Да почему? Проваливай из моего дома вообще. Вот эти все, кто работают в пабах, они никто не могут ничего. Ролан не может, этот тоже не может. Уходи. Давайте соберем яйца, почистим курятник, а потом сходим еще раз на пробежку. Вот эта вот лиса, она тут будет стоять. И вы тоже тут стоите. Ты караулишь мужа своего, что ли? Нету его. Яйца собраны. Одно яйцо. А ты почистила курятник-то? Да, нифига быстро. Теперь давай на пробежечку сходим. Мы же должны держать себя в форме. Вообще, мы с владельцами пабов больше не спим. Они все свои вот эти вот способности пробухали, видимо. Мужик в этой деревне измельчал. Я вот вам сразу так вот хочу сказать. Можно урожай грибов зато убрать, собрать и продать. Блин, это сейчас хотя бы лето. А скоро будет осень. Надо какие-то, что ли, осенние растения прикупить. Блин, а эти куда деть? Надо где-то, наверное, какие-то горшки, что ли, купить, по дому рассаду расставить, чтобы как-то пересадить. Столько дел. И продать за 160. Прекрасные новости. Я не хочу покупать вот здесь, потому что это нереалистично. Значит, с утреца завтра купим новые семена, покушаем, помоемся и пойдем спать. И ждать дальше, когда вот этот вот мужчина уже... все, пропал волчий аппетит. Скотина какая. Зато у нас вон выполнилось чего. Кстати, а может быть у нас есть что-нибудь полезненькое, на что можно было бы копить очки вот эти? Полный желудок, неустающее. Денежное деревце, кстати. Но оно у нас у Пейдж так и не взошло до сих пор. Требились, не знаю, в чем дело. Кстати, гений садоводства. Выращивают очень живучие растения. Вот это вот полезно. 4000, да? Обольстительное тоже, кстати, полезнейший навык. Могут любого заставить кокетничать с первого взгляда. Тоже полезно. Чтобы, знаете, не тратить времени дофига на вот это вот все. Такая, знаете, пальчиком поманила и сразу полдеревни за ней побежала. Блин, книгу мы не написали еще одну, но мы за эту серию удвоили немножечко, практически удвоили, да, наш бюджет. Это несмотря на то, что пожар был и всякие вот эти другие события интересные. Да что такое? Пеленки поменяем, поговорим. Я думаю, что просто одиноко стало, потому что ванизма нет никакого. Я обоссанный. Это не ты обоссанный, это он обоссанный, походу. Прекрасно. Все, ребенок счастлив. И Казеус, пожалуй, тоже пойдет спать. И мы с вами тоже традиционно завершаем выпуск спящий на нашем экране Казеус. Она сегодня у нас сделала очень много дел. Я, во-первых, нас с вами поздравляю сразу с 2 новыми детьми. Уже 2 можете вычеркнуть. Осталось
еще каких-то там 98 детей. Ну, подумаешь, я думаю, мы с вами справимся. Это, мне кажется, будет проще, чем заставить уже покинуть этот мир грешный вот этого Лучу, который сидит в подвале. Это просто какой-то вообще, не знаю, реально киборг. Я вот с прошлой серии, вот вы мне написали, что его надо добавить в семью, вот ничего не изменилось. Он таким же киборгом и остался. В общем, если вы боитесь, что вы перестанете ухаживать за своими симами, и они помрут, вообще не парьтесь, они неубиваемые. Хорошо это, плохо ли, решать вам. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях, все ссылочки, как всегда, в описании. И всех уже люблю, пока-пока!